Приветствую, друзья! Компания Harmonic Dyne, похоже, научившись на ошибках своих конкурентов, тоже представила нам полноразмерные наушники, но уже на 50-миллиметровых композитных драйверах с полуоткрытой конструкцией, не требующих какого-то особого усиления. Получилось у них, на мой вкус, прямо намного лучше тех же Sony, T-Audio, Blon или KZ. Действительно сверхлюбопытная модель по всем существующим критериям. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в довольно габаритной коробке с наименованием модели и списком ее технических характеристик. Здесь у нас уже полуоткрытая конструкция на 50-миллиметровых излучателях с импедансом 34 Ома и чувствительностью 116,5 дБ. Внутри, кроме самих наушников, лежал мешочек для переноса, инструкция, классический уже переходник на 6,35 мм, стяжка и стилизованный под монету жетон с серийным номером. Кабели и коннекторы здесь прямо очень внушительного вида. Толстые, словно канаты, в матерчатой оплетке. По сопротивлению тоже солидно. Каждая из жил показала около 0,13 Ома. Полуоткрыто эту конструкцию называют потому, что взаимодействие с окружающим миром происходит не через привычную нам заднюю часть чашечек, а посредством овальных люков вдоль всей боковой поверхности. На голове модель сидит удобно, ничего никуда не тянет, уши внутри помещаются целиком, практически не потеют и не болят даже после весьма продолжительной игры. По весу это примерно 320 грамм, то есть чуть больше, чем у T-Audio или Sivga. Оголовье тут пластиковое, с мягкой подложкой из поролона и регулировкой с привычными всем механическими щелчками. При использовании наушники слегка поскрипывают, однако к качеству сборки лично у меня вопросов нет. Кроме того, здесь используются велюровые амбушюры, и чашечки наделены двумя степенями свободы, где-то на 120 градусов по вертикали и на 45 по горизонтали. Ну а снизу располагаются 3,5-миллиметровые входы для подключения кабеля. Вот так это, друзья, все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый, как в игровых решениях, импульс и искажения в пике, достигающие 0,3%, опять же, если не учитывать низкие частоты. Фаза ведет себя корректно, а затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 80 и 99 миллисекунд с небольшими возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем практически ровный низ и середину, после чего идут 4 равнозначных акцента. Для прозрачности вокала на 3 кГц, зачем-то имитации ушной раковины на 5, усиление общей резкости звучания на 8, и дабы вернуть в звук хоть немного воздуха, на 14 кГц. То есть все в пределах теории психоакустики. Отличная, на мой взгляд, настройка, без каких-либо критичных пиков или неоправданно глубоких ям. В плане стилистики должна быть абсолютно универсальной. По подаче же это нечто просто потрясающее. Разряженное такое сверхреалистичное звучание, словно слушаешь какую-то напольную акустику. Бас приятный, оформленный, с тем самым ощущением тела и хорошо читающимися текстурами. Серединка естественная, чуть холодная, с достаточным для восприятия образов разрешением, подчеркнутой мелодичностью и просто сногсшибательной выразительностью. Эмоции в Афина буквально бьют ключом, а погружение усиливается за счет превосходной передачи ширины и глубины сцены. То есть здесь нет ошибок T-Audio или Sivga, когда она или до безобразия узкая, или же неестественно широкая. Все вот в самый раз. А следовательно, Harmonic Dyne прекрасно заточены для передачи даже весьма сложной академической, джазовой или же оркестровой музыки. Инструменты хорошо позиционированы, отчетливо чувствуются эшелоны, а тембры наделены свойственной им текстурой и характером. Ну и вдобавок, за счет небольшого приближения звук получил элементы интимности и подчеркнутой такой музыкальности. То есть, по ощущениям, это больше похоже на мониторы ближнего поля.
Если же говорить о разрешении, то в прямо дотошную прорисовку модель очевидно не уходит, ограничившись макродинамикой и построением каждого из образов в целом. Кому-то, конечно, такая настройка покажется чересчур масштабной, и я даже готов с этим согласиться. В звучании присутствует некоторая легкость, разряженность, естественная простота и приятная слуху певучесть. Звучание буквально льется, а не пробивается сквозь какие-нибудь горные скальные породы. По верхам, если сравнивать с ГОСТ, последние мне показались более правильными и полновесными. Однако и в героях обзора все в полном порядке. Да, тут они немного задвинуты относительно верхней середины, отчего на слух кажутся дальше, но это лишь подчеркивает глубину и динамику средних частот. В остальном все отзвуки тарелочек, переливы колокольчиков и чуть ли не мнимые движения трещоток представлены в полном объеме. По стилистике у Афина не вижу никаких ограничений. Согласен, тяжелый рок, металл или танцевальная электроника слушаются в них не столь изысканно, как джаз, соул, ритм и блюз или живая этническая музыка, но все равно очень даже прилично. Какого-то требования к усилительной части герои обзора тоже не накладывают, однако любят, когда мощность им дают с хорошим таким избытком. Так что не купитесь на их якобы высокую чувствительность. Серьезному усилительным трактом они способны на большее. Вообще, по совокупности качества, это, пожалуй, лучшие бюджетные наушники, что я когда-либо слушал. Популярные Sony MDR7506 или Bear Dynamic DT770 Pro, про которые постоянно у меня спрашиваете, даже рядом не стояли. Первые слишком уж литые, практически без разрешения, а вторые задраны на фоне остальных частот вверхом. Суммарно подача тут скорее близка к мониторной, с характерной для нейтральных наушников легкой прохладой и чуть ли не родниковой прозрачностью. Без сильного ухода в разрешение, но с тщательнейшей прорисовкой нюансов, прекрасной динамикой и просто потрясающим погружением. Любимый джаз я часами гонял на повторе. Слушается это действительно интересно, эффектно и до безумия притягательно. Для своего сегмента это реально, друзья, просто открытие. Итогом, динамические наушники Harmonic Dynafina очень неплохо выглядят, имеют хитрую полуоткрытую конструкцию и приличный прижим к голове. Уши внутри практически не потеют, нигде ничего не давит, да и сборка здесь на довольно высоком уровне. По подаче же я бы отнес их к нейтральным мониторным наушникам, пусть и с подчеркнутой мелодической составляющей. Да, слушать их крайне приятно, а полуоткрытая конструкция обеспечивает нам так называемую естественность и высокую степень погружения в материал. Мы практически не ограничены параметрами сцены, но при этом ощущаем ее прямо перед собой и легко считываем параметры. Просто изумительное в акустическом смысле решение, сочетающее в себе и однородность, и выразительность, и даже элементы взаимодействия инструментов друг с другом. Лично я считаю, что это лучшее в бюджетном сегменте полноразмерное решение. Однозначно рекомендую ознакомиться. А на этом у меня все. Это были наушники Harmonic Dynafina. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.